Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с вот такими интересными ниточками, давно-давно они у меня лежат, и надумала я связать ими очередную шальку. Шальку, маленький платочек, бактус и так далее. Уйдет ровно один моточек, получается, на данную шальку. Вы можете брать любую пряжу, какая у вас есть, потому что шали можно взять из любой пряжи, да, вы сами знаете. Ну, а я в свою очередь расскажу о пряже, с которой буду работать сегодня. Называется Yarnart Flowers Vivid. Идем дальше. Смотрите, по составу это 55% хлопок, 45% полиакрил. Здесь в моточке 250 грамм и 1000 метров. Ну, естественно, видите, да, переход цвета получается в данном случае от беленького, серый, потом темно-серый и такой ярко-салатовый. Идем дальше. Кому интересен цвет, смотрим. Цвет 504. Идем дальше. Нам советуют производители, смотрите, брать крючок 3 миллиметра. Я уже данной пряжи вязала, да, на немножечко другой пряжи, да, то есть Yarnart Flowers. Вот. И вязала крючком номер 3. Меня это устраивает. Вы точно так же берете свою пряжу, изучаете, да, получается, смотрите, какой вам предлагают брать крючок, подбирайте под свою плотность вязания и, самое главное, правильно подобрать крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, я решила начать с центра моточка. Это у меня беленькая ниточка. Буду переходить на периферию, будет меняться на серенькую и на зелененькую. Итак, для начала я хочу вам сюда приложить схемку, по которой я буду вязать. Посмотрите внимательно, схемка совсем не сложная. Это для тех, кто умеет вязать по схемкам, да? Сами себя контролируйте. Те, кто не умеет вязать по схемкам, ничего сложного. Мы сейчас с вами провяжем все наши рядочки, и вы увидите, что, оказывается, схемка не такая уже и сложная. Итак, смотрите, в самом начале у вас написано в центре, да, 8 в колечке. То есть 8 воздушных петелек. Но я решила, что я не буду делать 8 воздушных петелек, потому что мне кажется, что получается в сердцевинке такая, скажем, дырочка. Я сделаю кольцо амигуруми. Вот, вы можете делать цепочку из 8 воздушных петелек, замыкать их в кольцо. Я же сделаю вот таким вот образом. Вытягиваю петельку, теперь убираю палец из колечка. И теперь вот в это вот колечко, которое у нас сформировалось, я буду провязывать свои столбики с накидом. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Накид. Нырнули вот сюда в колечко, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Это столбик с накидом. У нас получается 3 петельки, которые мы провязали. Это тоже имитация столбика с накидом. То есть у меня сейчас уже 2 столбика. Раз, два. Поняли, да? Накид. Дальше опять нырнули. Третий столбик с накидом. Накид. Четвертый столбик с накидом. Сюда же пятый столбик с накидом. И сюда же шестой столбик с накидом. Угу. 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. Опять сюда же в кольцо мы ныряем и провязываем еще 6 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. Два. Сюда же. 3. Сюда же. 4. 5 и 6. Угу. Теперь смотрите, аккуратненько беру ниточку, вот краешек мой, да, и потихонечку вот так вот подтягиваю, затягиваю свое колечко, видите, вот. И вот в данном случае сердцевинка получается у меня маленькая, понятно? Когда сделаете 8 воздушных петелек, я попробовала, сердцевинка большая, мне не понравилось. Вы смотрите, делайте, как вам будет удобно. То есть поняли, да? Вот наша схемка, вот получается это наша шейка, так, и дальше будет у нас такой треугольничек расти, это поясничка, да, это руки, понятно? Идем дальше. Итак, каждый ряд мы будем начинать одинаково. Это будут 4 воздушные петельки. Итак, провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Далее поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 5 воздушных петелек здесь. Накид. Сюда же возвращаемся в этот же столбик, верхушку этого столбика. И провязываем столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька.
накид. Смотрите, пропускаем один столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Такое вот окошечко сформировали. Воздушная петелька. Опять один столбик пропускаем, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Еще одно окошечко сделали. Воздушная петелька. Один столбик пропускаем, и мы ныряем, получается, вот столбик пропускаем, ныряем вот в арочку нашу из двух воздушных петелек. И провязываем сюда 2 рогатки. Это, смотрите, столбик с накидом, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом. То есть первая рогатка готова. 2 воздушные петельки. 1, 2. Опять сюда же в арочку вот эту ныряем и провязываем еще одну рогатку. Столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Поняли, да? То есть вот наш центр. Центр. Вначале это была просто арочка, теперь видите 2 рогаточки. Ну, а получается по левой стороне возвращаемся точно так же зеркально, как мы провязывали правую сторону. Воздушная петелька, столбик пропустили, в следующий столбик провязали столбик с накидом. Воздушная петелька, столбик пропустили, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Смотрите, получается, пропускаем наш последний столбик. И помните, у нас здесь были петельки подъема, да? 3 петельки подъема. В третью петельку ныряем и провязываем, смотрите, столбик с накидом. Дальше воздушная петелька, 2 накида. И сюда же опять вернулись и провязали столбик с 2 накидами. Понятно? Сейчас аккуратненько возьму. Сюда же возвращаемся. Столбик с 2 накидами. То есть вот, поэтому мы набирали здесь 4 воздушные петельки в самом начале ряда. А всегда конец ряда будет заканчиваться столбиком с 2 накидами. Понятно? Вот таким образом мы будем потихонечку увеличивать размер нашей шальки. Идем дальше. Как и договаривались, делаем 4 воздушные петельки в начале ряда. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. Накид. Сюда же опять возвращаемся в этот же столбик, верхушку этого столбика. И провязываем столбик с накидом. У нас как бы такая рогаточка, да, опять формируется. Далее смотрите внимательно. Вначале мы делаем воздушную петельку, накид. Возвращаемся сюда же. Вот сюда же возвращаемся. И провязываем столбик с накидом, но не полностью. 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Получается, вот следующий столбик. Провязываем столбик с накидом. 2 петельки, стоп. А теперь провязываем 3 петельки вместе. Оп, понятно? У нас как бы получается такая рогаточка наоборот, перевернутая. Поняли, да? Воздушная петелька. Опять рогаточку провязываем. Возвращаемся к этому же столбику. Провязываем 2 петельки, стоп. Накид. К следующему столбику идем. Провязываем 2 петельки, стоп. Теперь все 3 петельки вместе. Оп, поняли? Вот, еще одна перевернутая рогаточка. Дальше воздушная петелька. Опять точно так же провязываем перевернутую рогаточку. Идем так вот шагаем до вот середины нашего, получается, ряда, да? Так. 3 петельки вместе. Оп, воздушная петелька. Опять вернулись в этот же столбик и шагнули в следующий столбик. 3 петельки вместе. Оп, воздушная петелька. И смотрите, получается, здесь мы шагаем. Вот уже как бы приближаемся к центру, да? Вот, опять сюда же вернулись к столбику. В следующий столбик. Провязали 2 петельки и теперь 3 петельки. Оп, видите? То есть вот так вот шагаем, шагаем, шагаем. И как мы, получается, здесь переключаемся? Воздушная петелька. Смотрите, вернулись к столбику в начале. Так, делаем такую же рогаточку наоборот. Накид и в арочку ныряем. В центральную арочку. И провязываем 2 петельки, теперь 3 петельки. Оп. А теперь, смотрите внимательно, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Угу. Как бы формируем очередную нашу центральную рогаточку. Вначале шагаем вот в центр нашей арочки. 2 петельки, стоп, накид. Теперь в столбик. Поняли?
Вот. И точно так же, видите, вот мы дошли до центра. Теперь точно так же повторяем, проходим с этой стороны слева. Понятно? Давайте самостоятельно шагайте по столбикам, рогаточками наоборот. И в конце ряда я вас здесь встречу. Договорились? Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот такая красота по итогу получается. Вот такой вот интересный получается заборчик, да. И не забыли, да, посмотрели по схемке, сравнили. Последний столбик, вот предыдущего ряда, да, в него, получается, вы провязываете раз столбик от рогаточки наоборот, да, и 2-3 столбик от рогаточки вверх. Поняли? Все, надеюсь, у вас точно так же. Идем дальше. Смотрим по схемке, сами себя контролируем, будьте внимательны. Следующий ряд мы делаем не 4 воздушные петельки, а всего лишь только 3. Смотрите, раз, два, 3 воздушные петельки, поворот. Одна воздушная петелька по узорчику. А теперь смотрите внимательно. Мы делаем накид, возвращаемся сюда же в наш столбик, вытягиваем ниточку. И теперь мы провязываем не по 2 петельки, а все вот эти 3 петельки вместе. То есть это будут полустолбики здесь стоять. Понятно? Поэтому 3 петельки подъема. Есть. Далее, смотрите, у нас идет в нашей рогаточке предыдущего ряда, да, вот арочка. В арочку точно так же нырнули с накидом и провязали 3 петельки вместе. Дальше ножка рогаточки, в верхушку нырнули, провязали так с накидом и провязали 3 петельки вместе. Оп, накид и так далее. Получается, шагаете. Там, где у вас воздушная петелька, ныряете в арочку. Так, оп, провязали. Накид. Вот у нас общая верхушка, видите, наших двух столбиков. Беремся за общую верхушку и точно так же провязываем полустолбик. Понятно? Все, ничего сложного. В арочку полустолбик, в верхушку двух наших столбиков полустолбик, в арочку из воздушной петельки полустолбик, в верхушку столбиков полустолбик. Понятно? И вот так вот шагаете, шагаете, шагаете до середины нашего вязания. То есть ничего сложного. Давайте вместе провяжем верхушку в арочку, верхушку. Вот видите, мы с вами дошли до центра, до центральной нашей арочки. И вот сюда мы должны будем провязать вначале 2 полустолбика с накидом. Раз, два. Опять делаем арочку, 2 воздушные петельки. Раз, два. И обратно возвращаемся. Опять в эту арочку провязываем 2 полустолбика. Раз, два. И все. И идем, получается, по нашей второй половинке. Точно так же, как мы провязали правую половинку. В столбик, в арочку. Поняли, да? Все, то есть повторяйте все то же самое. Ничего сложного в этом нет. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наши полустолбики готовы. Все четко, ровненько, аккуратненько. Проверяем себя по схемке. Как мы заканчиваем? Вот у нас последние, помните, 4 петельки были подъема, да? Провязываем, получается, полустолбик с накидом, воздушная петелька, накид. И здесь будьте внимательны. Опять 4-ю петельку нырнули и здесь провязали столбик с накидом. Оп, оп. Угу. Все, наш ряд закончен. Следующий ряд мы будем повторять полностью точно так же. Вот эти вот рогаточки наоборот перевернуты. То есть все точь-точь. Итак, 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Воздушная петелька по узорчику. Накид. Опять сюда же верхушку этого же столбика мы ныряем и провязываем столбик с накидом. Наша рогаточка смотрит вверх. Угу. Воздушная петелька. Опять вернулись сюда же в этот столбик. Так. Провязали 2 петельки. Стоп. Далее смотрите. У нас здесь была воздушная петелька, да, пропускаем воздушную петельку. И в следующий столбик мы за верхушку беремся и провязываем еще один столбик, но не до конца, всего лишь 2 петельки. Теперь 3 петельки вместе. Оп, все, первая рогаточка наоборот, да, которая смотрит вниз, готова. Дальше смотрите, воздушная петелька. Мы возвращаемся в этот же столбик, провязываем 2 петельки, накид, один столбик пропускаем, следующий столбик, 2 петельки провязываем вместе, теперь 3 петельки. Оп, угу.
Вот наша рогаточка повернута наоборот, то есть вниз смотрит. Воздушная петелька, опять сюда же нырнули, в этот же столбик. Один столбик пропускаем, в следующий столбик провязываем 2 петельки. И оп, 3 петельки вместе. Понятно? Я думаю, этот ряд вообще у вас сложностей никакой не составит. Давайте до арочки провяжем самостоятельно. А здесь вот около арочки я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно. Вот, смотрите, на ряд ниже и точно так же провязывайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш заборчик, состоящий из рогаточек, которые смотрят вниз, да, и дошли до нашей арочки. Вот наша последняя рогаточка. Делаем воздушную петельку, ныряем в рогаточку, провязываем раз столбик с накидом и сюда же сразу же второй столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять возвращаемся сюда, в эту же арочку, и провязываем точно так же 2 столбика с накидом. Раз и 2. Воздушная петелька. И начинаем провязывать опять наши рогаточки, которые смотрят вниз, вот с этого первого столбика. За верхушку взялись, провязали 2 петельки, накид, столбик пропустили, следующий столбик, провязали 2 петельки, теперь 3 петельки вместе. Угу. Все, и вот так вот шагаем опять таким же заборчиком, рогаточками вниз до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Красота. Не то слово. Все, давайте самостоятельно контролируйте себя по схемке, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш заборчик из рогаточек, который смотрит вниз, провязан. Сами себя контролируйте по схемке. В схемке получается 9 рогаточек смотрят вниз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И последняя рогаточка смотрит вверх. Все четко, как на схемке. Дальше ряд будет очень-очень интересный. Смотрите, делаем 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. Накид. Возвращаемся сюда же, к этому верхушке этого же столбика. И провязываем столбик с накидом. У нас такая формируется вот рогаточка. Дальше смотрите, воздушная петелька. И теперь мы переключаемся на следующий столбик, но не просто переключаемся, а провязываем его, смотрите, как захватываем сзади наперед, вот так вот. Столбик у нас получается перед крючком. Вытягиваем ниточку и теперь провязываем, как обычный столбик, по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Этот столбик называется рельефный, видите? То есть он такой выпуклый становится. Рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька. И здесь, получается, пропускаем воздушную петельку. Как ориентир мы захватываем сейчас 2 ножки нашей рогатки, которая смотрела вниз. Вот, 2 столбика захватили. Оп, вытянули ниточку. И точно так же провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька. Точно так же. Столбик, воздушную петельку пропустили. И вот наши 2 столбика захватываем точно так же. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Понятно? Вот такие вот рельефные столбики. Воздушная петелька. И здесь пропустили воздушную петельку. Опять захватили столбики. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька. Рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька. Рельефный лицевой столбик с накидом. Рельефными столбиками и так далее провязываем сейчас до середины нашего, получается, полотна, да? Таким образом, рельефными столбиками мы определяем, какая сторона у нас будет лицевая, а какая у нас сторона будет изнаночная. То есть, если до этого ваше изделие было двусторонним, что носить, что с левой стороны, что с правой стороны, да, то одинаково. То сейчас мы определяем, где у нас будет изнаночная сторона, где будет лицевая, то есть левая, правая и так далее. Сейчас покажу вам, какая красота по итогу получается. Итак, смотрите, переворачиваем. Вот, за счет того, что на этой стороне столбики рельефные у нас получаются изнаночными, и происходит такое как бы подчеркивание вязания, и, естественно, получается, данная сторона будет выглядеть намного симпатичнее, вот так вот. И получается, она будет у вас лицевой, да? Вот, а это, получается, автоматически становится изнаночной. То есть тут как бы, ну, просто столбики и столбики. Все, понятно? Итак, смотрите, вот мы провязали, получается, нашу последнюю рогаточку. Идем дальше. Воздушная петелька. Вот у нас 2 столбика, которые были в арочку. Так,
Мы, получается, пропустили воздушную петельку, и следующий столбик мы провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Воздушная петелька, а теперь переключаемся на саму арочку. Вот в арочку провязываем опять 2 столбика с накидом. Раз, два. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять в арочку возвращаемся и провязываем 2 столбика с накидом. Раз и 2. Теперь смотрите, воздушная петелька. Пропускаем вот этот столбик. Следующий столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. То есть то же самое провязываем, как мы с правой стороны провязали, теперь будем с левой. Воздушная петелька. И вот пошли опять наши рогаточки. Смотрят наоборот. 2 столбика захватили. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Понятно? Все, давайте вот так вот. До конца ряда вы уже справитесь, вы уже знаете. Все, в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Несложно, у вас получится. Смотрите на схемку. Так, смотрите, вот мы самостоятельно, да, провязали рельефные столбики. Все ровненько, аккуратненько. Сами себя проконтролировали. И в последние петельки подъема провязали просто рогаточку, столбик с накидом обычный, воздушная петелька и столбик с 2 накидами. Угу. Теперь дальше смотрите. Мы повторяем предыдущий ряд, который у нас был полустолбиками. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. То есть 4 воздушные петельки. Накид. Возвращаемся в начале сюда же, в этот же столбик, и провязываем. Вот, смотрите, 3 петельки сразу же. Оп, полустолбик с накидом. Накид. В арочку нырнули. Провязали полустолбик с накидом. Накид. В столбик. Да, за верхушку взялись. Провязали полустолбик с накидом. Опять у нас идет арочка. Провязываем полустолбик с накидом. Потом у нас рельефный столбик шел. Видите? Точно так же. За столбик беремся, провязываем полустолбик. То есть вот так вот шагаете. Воздушная петелька, столбик, воздушная петелька, столбик. И все провязываете полустолбиками. Угу. Все, давайте вот так вот прошагаете до середины, получается, нашего вязания. Здесь я вас встречу. Договорились? Давайте, потому что несложно, вы уже умеете. Смотрите, наблюдайте за схемкой. Так, смотрите, вот провязали полустолбиками, все ровненько, аккуратненько. И дошли до нашей опять центральной арочки. То есть, смотрите, накид, нырнули в арочку, провязали 2 полустолбика с накидом. Раз, два. Дальше опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И возвращаемся сюда же в арочку и провязываем опять 2 полустолбика с накидом. Раз, два. Угу. Все. И опять идем. Там, где столбики, провязываем в столбики наши полустолбики. То есть ничего сложного. Там, где арочка из воздушной петельки, нырнули, полустолбик. Там, где рельефный столбик, полустолбик. Ну, поняли, да? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Здорово? Здорово. Давайте. Так, смотрите. Вот, все ровненько, аккуратненько. Провязали полустолбики с накидом. Не забывайте, да, что получается в последнюю нашу петельку подъема мы провязываем рогаточку. Она у нас будет состоять из полустолбика, так, воздушная петелька и столбик с накидом. Угу. Идем дальше. Опять делаем 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот и воздушная петелька по узорчику. Опять возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом. Мы формируем такую рогаточку. Дальше воздушная петелька. И получается вот в нашей рогаточке предыдущего ряда воздушную петельку пропускаем. И в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Получается в нижестоящем ряду столбик пропускаем. И провязываем в следующий столбик столбик с накидом. То есть делаем вот такие вот окошечки. Угу. Воздушная петелька. Столбик пропустили. Следующий столбик, столбик с накидом. И так провязываем, получается, до середины нашего полотна. Столбик пропускаем, следующий столбик, столбик с накидом. Угу. Вот так вот давайте весь ряд делайте окошечки, несложно. И вот здесь вот в центре я вас встречу. Договорились? Давайте, смотрите, наблюдайте за схемкой. У вас получится.
Так, смотрите, вот мы провязали окошечки, все ровненько, аккуратненько и дошли, получается, до серединки нашего полотна, до нашей арочки. Итак, после последнего столбика делаем воздушную петельку, накид, ныряем в арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз и сюда же 2. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И возвращаемся опять в эту же арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Воздушная петелька. Пропускаем вот наш столбик и в следующий провязываем столбик с накидом. И опять делаем окошечки. Воздушная петелька, столбик пропустили, в следующий провязали. Угу. Не сложно? Я думаю, не сложно. Давайте до конца ряда окошечки. Как справа мы сделали, да, точно так же зеркально сделайте слева. И встречаемся в конце ряда. Проверяйте себя по схемке. Давайте. Итак, смотрите, вот провязали окошечки, все ровненько, аккуратненько. Я уже начала следующий ряд, без вас начала, потому что дальше идет только повторение. И повторяем мы, начиная со второго ряда. Понятно? Вот, смотрите, наши окошечки это второй ряд, заборчик третий ряд, полустолбики с накидом четвертый ряд, дальше опять заборчик пятый ряд, рельефные столбики шестой ряд и полустолбики седьмой ряд. То есть вот наши окошечки, это мы провязали уже повторение вот второго ряда. Дальше будем делать заборчик. Понятно? То есть схемка перед вами. Смотрите, сами себя проверяйте, контролируйте. Провязываем повторение со второго по седьмой ряд. Понятно? Со второго по седьмой, со второго по седьмой, со второго по седьмой. Давайте увеличим на несколько рядочков наш образец, посмотрим, что в итоге получится. Угу, получится очень красиво. Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Мы с вами, получается, провязали вот до окошечек первый раппорт, да? Вот до окошечек это второй раппорт, до окошечек это третий раппорт узорчик, и уже начала четвертый. Вот, вот так вот начинает переходить цвет, видите, светло-серенький. Потом он будет переходить в более темно-серый, и потом уже смешиваться с зеленым и переходить в зеленый. У меня будет состоять данная шаль, данный бактус всего лишь из одного моточка. Я не буду нагружать его обвязками, различными бахромками там и так далее, косичками. То есть просто у меня будет обвязочка простая. Либо это будут столбики без накида, я подумаю, либо просто это будет рачий шаг. Все. То есть ничем загромождать я как бы не планировала данную шальку, данный бактус. Вот. Ну, естественно, размеры, какие получатся данного произведения, я вам покажу обязательно здесь в сообществе, а также покажу в Инстаграме, покажу в Телеграме, да, и расскажу непосредственно, какие размеры получились. Ну, а моточек будет один, однозначно. Вот такая красота. Изнаночка, лицевая сторона, перевернем. То есть вот у меня будет расти, 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 и будет красота. Как вам? Кто вязал данным узорчиком? Рассказывайте. Из каких ниточек вязали, какие размеры у вас получились, ваших шалик, бактусов ли. Ну, естественно, как вы делали обвязочку, делали бахромку, делали ли, возможно, на кончиках делают такие интересные кисточки. Делали, не делали, рассказывайте, пишите. Будет интересно. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, самый верхний, темненький, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите в удобное для вас время, смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.